Всем привет! Вы на канале SuperKit. Наконец пришло время не только кому-то собрать, а улучшить и мой компьютер. Вообще тематика канала такая, что тут разные комплектующие для компа и околокомпьютерная тема. И покупая разные адаптеры, я столкнулся с проблемой, что их либо некуда подключать, либо даже если есть куда, то поколение таких разъемов старое, и такой тест просто не сможет показать максимум возможностей и проверить заявленные характеристики устройств. Поэтому вопрос обновки был давно на карандаше. И вот, снимая видео про адаптер PCI-Express X1 в 4 SATA 3 порта, я окончательно решил воплотить это. Оперативная память Crucial Ballistic с предустановленным радиатором. Две планки по 16 ГБ каждая. В итоге 32 ГБ. Если уж в компе, на замену которому я купил новый, было 32 ГБ, то здесь никак не может быть меньше. Заявлена частота 3200 МГц, цена на момент покупки 1954 гривны за планку. Системная плата ASRock на чипсете H570. Современная и функциональная плата с большим количеством слотов. Можно установить 3 SSD M2, 2 слота PCI-Express X16, нижний, правда, только по размеру X16, а по функционалу X4, что видно даже по количеству контактов. Верхние слоты M2 и PCI-Express X16 поддерживают ревизию 4.0, а остальные 3.0. Ревизия 4.0 будет только в случае установки процессора 11 поколения. В случае 10 поколения проца ревизия будет 3.0, а самый верхний слот M2 превратится в тыкву и работать не будет. Есть слот M2 для Wi-Fi с ключом E. Много USB 3.0, уже неоднократно сменивших название, поэтому буду разделять их по скорости. Итак, классический USB 3.0, скорость до 5 гигабит в секунду. Здесь 2 штуки на задней панели и 4 дополнительных. Можно подключить к плате планки и вывести на заднюю или переднюю панель. Также есть 2 порта со скоростью до 10 гигабит в секунду. Оба на задней панели, один в виде Type-A обычный, а другой в виде Type-C. И еще есть один порт со скоростью передачи данных в 20 гигабит в секунду. Имеет название USB 3.2 Gen 2 X2. Он не выведен сразу, нужно отдельно докупать планку и подключать к системной плате. Цена материнской платы на момент покупки 3459 гривен. Блок питания Chevtech имеет модульное подключение кабелей, что позволит максимально уменьшить количество и толщину жгутов. В моем случае, поскольку и SATA твердотельник, и SATA Winchester будут сидеть на одной косичке, я вообще только один и подключу. На питание процессора и материнки кабель не отключается от блока питания. На питание процессора сразу предусмотрено 2 коннектора, один на 8 пин и один на 4 пина, и оба подключаются к купленной системной плате. У меня бесхозно лежал после AMD FX Zalman Performa 10, и где я только не интересовался, и даже в поддержке магазина, где я покупал комплектующие, везде видел ответ, что на сокет 12.2.0 его не установить. На самой коробке, понятное дело, не указана поддержка 12.2.0, так как когда выпускался этот охлад, никакого 12.2.0 даже в теории не существовало. Кстати, сколько искал в инете, расстояние между посадочными отверстиями, мне за какой только сокет не выпадала инфа. Но только не за этот. И все-таки я нашел, что эти расстояния 75 мм. То есть такие же, как и на любой 1150X платформе. Этого, конечно, недостаточно, ведь может быть особая специфика самого сокета и высота процессора над платой может отличаться. Но увидев инфу о расстоянии, я все же повременил с покупкой охлаждения. А получив материнку, прикинул радиатор к плате и понял, что это прекрасно сюда станет. А вообще хотел бы тут немного порассуждать. Давай так, ты скажи и потом не рассуждай, плохое, потом посмотришь в конце, как все получится. Вот сейчас информация о тепловыделении процессора наверняка не соответствует реальности. На опыте я это уже и так понял до сегодняшней сборки, а позже мы убедимся в этом. Во всяком случае, процессор с ТДП 65 Вт у условного третьего поколения Intel грелся меньше, чем сегодняшние 65 Вт.
Как я полагаю, это связано с тем, что критическая температура кристалла выросла с где-то с 70 градусов у процессоров третьего поколения до 100 градусов 11 поколения. Таким образом, планка по температурам может быть поднята, а значит более простая система охлаждения должна справиться с поставленной задачей. Но не только производители процессоров нам подают такую информацию. Например, вариант, который я покупал к процессору 11400, имеет заявленные характеристики по теплоотводу вообще 180 Вт, а Zalman Performance 130 Вт. На скорость отвода тепла радиатором влияет его конструкция, материал, общая площадь всех пластин в сумме и вес. Конструкция у башен с тепловыми трубками приблизительно одинакова. Материал одинаков, алюминиевые пластины плюс медные тепловые трубки. Вес у Залмана больше, что означает и то, что его размер больше. То есть общая площадь пластин в сумме больше, тепловых трубок также больше. Вентиляторы в комплекте фактически одинаковы, до 2000 оборотов в минуту. Причем у ID Cooling даже меньше, лишь 1800 оборотов в минуту. И 12 см размер стороны вентилятора. А рассеиваемая мощность у ID Cooling в 1,5 раза выше. Как? Или я чего-то не понимаю, или очевидно, что кто-то не договаривает в данной ситуации. Также могу предположить, что раньше были нормальные ваты, а сейчас китайские. Потому что и Zalman в том числе сейчас считает каким-то другим методом, ведь их Performa Black также имеет в характеристиках величину ТДП в 180 Вт, при том, что и размеры меньше, и количество тепловых трубок в этой модели на одну меньше. В общем, делайте выводы сами. Процессор i5-11500. Сокет 12.2.0. Вообще интересно, что в 11 поколении i5 это начало ряда. Ни i3, ни уж тем более Celeronов нет. Возможно, какие-то инженерные версии и есть, но в коммерческом использовании я таких не видел. И в списке поддерживаемых системной платой такие не значатся. У процессора 6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 4,6 ГГц, базовая 2,7 ГГц, ТДП 65 Вт, поддерживает до 128 ГБ АЗУ, максимальная частота которой 3200 МГц. Интегрированное видео UHD 750, максимальная допустимая температура кристалла 100 градусов. i5-11500 поддерживает до 20 линий PCI-Express. Именно начиная с 11 поколения появляется поддержка ревизии PCI-Express 4.0. Цена на момент покупки боксового варианта 6865 гривен. Думая, на чем остановить свой выбор, я перебрал множество вариантов. Как и обещал, расскажу, почему мои компы не на AMD. Самый первый мой комп был на AMD. У системной платы возникли проблемы с конденсаторами в цепи питания процессора, и она перестала работать. Просто черный экран при включении. Я их заменил, и плата ожила. Но прошел ровно год, и все повторилось. Только вот после замены конденсаторов плата больше не ожила. Очевидно, что там проблема была еще в чем-то. Возможно, эта ситуация была вызвана как раз проблемной цепью питания еще при первом ремонте. Я купил БУ плату того же сокета, кстати, это был сокет А, и через год картина повторилась. Потом я просто купил новую плату под Intel, купил 775-й Celeron, и все стало стабильно и без проблем работать. Никакой блок питания я не менял. Я и брал новое, исходя из того, чтобы все оставить, в том числе и оперативку. Поэтому заменил только материнку и процессор. Системная плата с Intel вместе прожили 6 лет, до 2013 года, вплоть до окончательного заката 775-го сокета в моей жизни. Тогда мой комп не мог воспроизвести YouTube в разрешении 720p, и я продал старый и купил полностью новый. Уже без всяких модернизаций, просто новый компьютер. Это был FX 400, опять на AMD, потому что типа дешевле. А денег, как всегда, было мало. И все бы ничего, но в то же время я купил и второй комп на плате ASRock, той самой, с которой что только не делалось. И радиатор на чипсете менял, и BIOS модернизировал и прошивал, и впоследствии проц менял, и немного спойлерну, скоро опять буду менять. Мне было нужно два компьютера в разных местах. На Intel позиционировался как попроще, и он и был попроще. В нем было меньше АЗУ, не было SSD, да и казалось бы самому Celeron до FX как до Луны. Но с первого дня у меня сложилось стойкое ощущение, что на Intel работает лучше. Все было отзывчивее, меньше грелось. Я без проблем ставил любое ПО, и оно не вызывало конфликтов, в отличие от материнки Asus под FX с ее дровами.
Шли годы, я реально страдал с этим FX и думал, что нужно его продать и забыть. Но однажды решил даже обновить, заменил ЦП и почти сразу понял, что на этом эпоха FX в моей жизни закончена. Потому что FX 8350 вообще безбожно грелся. Причем даже в стоке, причем даже с моим Залманом. Дело доходило к критической температуре, а купленный i5 вместо Celeron на втором компе хоть и немного, но проигрывал по баллам во всяких аидах, но по ощущениям работал лучше. И тут можно справедливо спросить, при чем тут AMD? И отчасти я согласен, ведь все время основные проблемы были с системной платой к процессору AMD. Но с другой стороны, какая мне разница, из-за чего не самая дешевая сборка на AMD постоянно приносит мне проблемы? Непосредственно процессор или другое оборудование, без которого невозможно обойтись? Мне все равно, я как собака Павлова, слышу AMD, предвкушаю проблемы, а значит стараюсь обойти стороной. Просто помню статистику, с AMD было 3 сборки и все неудачные, с Intel было 3 сборки и все беспроблемные. А если посчитать все замены процессоров и после таких замен считать это как отдельную конфигурацию, то на Intel таких сборок было еще больше в моей жизни и ни одной проблемы. Не то чтобы я был ненавистником AMD, вряд ли меня можно занести в такую группу, но себе во всяком случае пока что собираю только с Intel. Хотя меня также интересует ТДП, не люблю, когда прод сильно греется, так как это приводит к шуму от работы системы охлаждения. И несмотря на предвзятое отношение к AMD, отмечу, что и на них я поглядывал. Потому что меня интересовали процессы с ТДП 35 Вт. Ведь у AMD таких очень много. У Intel такие существуют, но в продаже единицы. Причем в случае AMD имею в виду не какой-нибудь атлон захудалый, а вполне пристойные варианты с 6 ядрами. Но даже если отодвинуться от моих воспоминаний и закрыть глаза на то, что было, типа сейчас все по-другому, и AMD неплохие процы делает по возможностям, и платы совсем другие стали, и БП у меня получше во всяком случае, чем в самом первом компе, то попадаю в выборный треугольник. Пользуясь интегрированным видео, решил не проходить мимо того, что начиная именно с i5-11500 у процессоров более новое видео, это UHD 750. В недавно собираемом компе было i5-11400 и у него было UHD 730. Ну а раз новый комп фактически ради системной платы и ее слотов и разъемов, то не могу игнорировать и ревизию PCI-Express 4.0. Ведь вдруг какой-нибудь SSD попадется на тест. И вот тут интересный момент. Мне нужна ревизия 4.0 и интегрированное видео. Потому что к дискретному я точно уже не вернусь. А это только Intel, потому что у всех AMD либо ревизия 3.0 и есть видео, либо ревизия 4.0 и нет видео. Даже несмотря на то, что сейчас интегрированная графика у AMD объективно лучше, чем у Intel, а меня это интересует, но все же проходить мимо ревизии 4.0 я тоже не хочу. Получается, что сегодня ТДП и интегрированная графика у AMD даже интереснее, чем у Intel. Но у AMD нет ревизии PCI-Express 4.0. Поэтому в очередной раз звезды легли в пользу Intel. В установке проца и памяти ничего необычного, за исключением того, что я впервые в жизни столкнулся с застежками у модулей памяти только с одной стороны. Не знаю, какой экономист насчитал, что это дешевле, но мне крайне не понравился такой вариант. Что касается корпуса, то да, ему уже почти 20 лет и он будет очень неудобный, так как спереди вообще нет USB портов и поставить их особо некуда, за исключением отсека для DVD привода, но это еще весьма немалые растраты, так как с портами USB 3.0 такие панели стоят недешево. Очевидно, что со временем с корпусом нужно что-то решать, но сейчас был очень ограничен бюджет и купить хуже процессор или отказаться от одной из планок памяти тоже не вариант. Корпус вполне безболезненно могу купить и позже. Ведь и так, чтобы это купить, сначала продал свой комп HP. Зато в собираемом корпусе стенки толстые, знаю, многие обращают на это внимание.
Для решения с местом под накопители я установлю сюда такой переходник из 3,5 дюймов в два места для 2,5 дюймов. Кстати, моему винчестеру более 4 лет, и я абсолютно доволен тем, что отказался от использования 3,5 дюймовых винтов. Единственное, что в этом креплении вызвало трудности, это близкое местоположение обоих накопителей друг относительно друга. И если кабель питания сквозной, то есть в штекер входит провод и выходит к следующему штекеру, то провода упираются друг в друга. Прямо не просто близко, а именно конкретно упираются. Как оказалось, впервые с таким столкнулся, чтобы память мешала вентилятору занять свое посадочное место. Я полагал, что высокие радиаторы на планках памяти могут мешать вентилятору, но у меня вроде как невысокие, пришлось переустановить память в другие два слота. Пока что все равно, потому что планок всего две и больше не предвидится, но если доставлять память, то придется что-то думать с вентилятором. Сам радиатор от Zalman не выходит за границы корпуса и не мешает установить боковую крышку. В этом корпусе, кстати, еще и кнопка включения заедает, поэтому я переключил кнопку сброса на включение. А сбросом я все равно не пользуюсь. Короче, да, согласен, что корпус не помешал бы нормальный, но, увы, с деньгами напряг. И вот первое включение. В BIOS частота памяти определилась как 2666, поэтому сразу применяю профиль на частоту 3200 МГц. Как и при прошлой сборке, у меня возникла сложность с передачей аудио по HDMI. Те драйверы, которые идут в комплекте, не подходят, так как для винды это слишком новая модель интегрированного видео. Intel это уже исправил, и как и в прошлый раз, я просто скачал драйвер для видео с сайта Intel. После чего звук без проблем стал идти по HDMI. Все остальные драйверы на диске есть. И не спешите кричать, что компакт-диск в 2022 году не актуален. Вот, например, драйвер на сетевую карту этой системной платы средствами Windows 10 не установился. И как вы будете лезть в интернет за драйверами на сеть, если сеть без драйвера не будет работать? Позже также выяснилось, что для Photoshop это тоже сильно новая интегрированная графика. И предлагается проделать некоторые действия, но они не решают проблемы. Так что пока что проблема не решена. Теперь предлагаю немного потестировать в разных программах, а именно Cinebench, CPU-Z и AIDA64, которые выстраивают некий рейтинг и по разным алгоритмам показывают набранные баллы. Также в AIDA64 стресс-тест, чтобы посмотреть, до какой величины дойдет температура. При запуске теста срабатывает турбобуст, и процессор резко набирает температуру, но почти сразу идет на понижение. И в течение теста температура держится около 60 градусов, при том, что вентилятор крутится до 1000 оборотов в минуту из 2000 возможных, что достаточно тихо. В BIOS установил порог повышения скорости вращения в 65 градусов, а до 65 градусов будет минимальная скорость вращения.
Также попробовал поднять частоту памяти. Но как-то комп долго думает при этом, и профита от этого действия в скорости работы в тестах не увидел, разве что чуть улучшилось значение задержки. А так выглядят тесты, если отключить турбобуст. Процессор потерял почти половину производительности. Конечно, эти тесты не полностью показывают картину, но тем не менее без турбобуста печально. Я так полагаю, что много более древних процессоров выглядят не хуже. И складывается ощущение, что кроме авторазгона, который был заложен производителем, этот ЦПУ по мощи больше ничем не может выделиться. Главные его плюсы — это поддержка ревизии 4.0 и работа с АЗУ до 3200 МГц. Оно и понятно, невозможно каждый год делать прорывные нововведения, причем каждый год в одно и то же время вдруг появляется новинка. Конечно, это все происходит для потребления ради производства и новых продаж. Чему-то изменили название, еще чему-то изменили сокет. При стресс-тесте в варианте без турбобуст температура стабильно держится до 50 градусов. Вот и частичное объяснение заниженного ТДП. Без турбобуст, может, данный процесс попадает в указанный ТДП, но с включенным турбобустом очень сильно сомневаюсь. Даже не хочу проверять, до каких температур дойдет с боксовым охлаждением и как будет маслать при этом вентилятор. Потихоньку ввожу комп в повседневную эксплуатацию, вот перебрасываю все видео, которое касается канала на отдельный диск в 1 терабайт. Это SATA SSD Samsung 860 EVO 1 терабайт. С этим SSD проект монтажа видео открывается практически мгновенно. Теперь в идеале хотел бы купить M2 NVMe на 2 терабайта, чтобы окончательно избавиться от проводов к винтам. Очень удобно, когда твердотельный накопитель располагается прямо на системной плате. При этой сборке я оценил это. Подводя итог, соглашусь, что данный компьютер избыточен в своих возможностях для большинства. Можно и процессор попроще, и АЗУ меньше, но мне были важны конкретные параметры, чтобы можно было проводить тесты каких-либо новых устройств. Так что, если таковые устройства будут, то сможем оценить их возможности, не имея ограничений старого железа. Кстати, поскольку я уже купил комп и продавцы это узнали, то теперь они стали скидывать цену на процессор, за которым я гонялся. Даже больше скажу, его цена успела настолько вырасти, что сейчас i5 11600 почему-то стоит дешевле, чем 11500. Бывают и такие парадоксы. Так что, если надумаете, можете считать, что время для покупки настало. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!